Всем привет! Увидела интересный способ, как связать красиво планку. Взяла для примера кофточка. Это у меня, кстати, низ кофточки, никакого отношения не имеет к новому изделию, просто для примера. И контрастную нитку взяла. Естественно, планки мы будем делать того же цвета, которым связаны изделия. В чем заключается способ? Сначала мы проходим по краю, где будет планка, тамбурным швом. Он делается очень просто. Вводим вот так вот ниточку из-под низу и начинаем формировать вот такие петельки. То есть прокалываем, достаем нитку и протягиваем в петлю. Это будет тамбурный шов. По всему краю, например, вязали кардиган, хотели сделать планку с петельками для пуговиц. И начинаем ее мы как обычно вязать. Просто столбики с накидом или полустолбики, столбики без накида. Просто начинаем вязать отсюда, да, вот так вот. Вот так. И получается вот эти вот палочки видны отдельно, да, но не очень смотрится эстетично. А когда мы будем вязать вот таким способом, сначала проходимся по всему краешку тамбурным швом, и только потом будем вязать столбики, допустим, с накидом, и вводим крючок между вот этими вот полупетлями в серединку тамбурного шва. И получается очень аккуратно, красиво, ровно. Все столбики один к одному. Как я говорю, если бы я вязала красной ниткой, было бы вообще незаметно, как это сделано. Просто ровно, аккуратно, эстетично и красиво. Вот. И для примера сейчас я покажу, как бы это выглядело в другом варианте с тамбурным швом. Вот видите, планочка получится очень ровно, красиво. Вот с этой стороны, с лицевой вид. И вот с изнанки как выглядит. Допустим, мы связали все-таки планку, набирали привычным нам способом, столбиками, с накидом. Но потом будем вязать как бы резинку, да? Обычно планочка вяжется резинкой или полустолбиками с накидом, чтобы плотная была. Вот. Еще один способ. Сначала связать эту планку, набирая столбики по краю, да? А потом делают только тоже тамбурный шов. В чем прикол? В том, что тамбурный шов не даст растянуться к краю. Также можно и испортить весь вид, стянув это место тамбурным швом. Вот. Провязываем вот таким способом. После того, как уже планка будет готова. И сейчас я вам покажу разницу. Также вводим крючок в столбик, в каждый, да, который набирали. То есть завершающий такой момент готового изделия. Все провязываем, кончики прячем и шовчики делаем красиво. Вот таким еще способом можно будет обработать этот набранный край. Но согласитесь, что разница очень существенная. Вот так справа выглядит более красиво, чем пустили бы потом уже косичку, выполнив тамбурный шов. Вот как снутри. Ну, я думаю, этот способ лучше. И он не так стягивает
чем выполнили бы мы после. А вот таких показала вам два варианта. Используйте оба этих метода там, где вам они больше пригодятся.